Всем привет! Сегодня на ваших экранах мы сделаем ту нашумевшую антенну из лезвий. Эта антенна ловит все платные каналы со всего мира. Не трать больше денег на платные подписки, делай так, как я, и будешь смотреть каналы со всего мира. Подписывайся на этот канал, ставь лайк и смотри это видео до конца. Поехали! Друзья, кто бы мог подумать, что пара лезвий сможет заменить дорогостоящие антенны и подписки. Давайте посмотрим, что у нас получится. Давайте распакуем лезвие, чтобы оценить наш исходный материал. Это у нас стандартное лезвие, хромированное. Самое главное, чтобы оно было хромированное. Если это лезвие новое, то ваш сигнал будет намного сильнее. Почему хром? Потому что хром у нас притягивает магнитные волны. А магнитные волны — это наш сигнал для наших каналов. Для нашего проекта нам понадобится 4 лезвия. А также нам понадобится немного подручных материалов. Берем любой двужильный кабель, который остался от старой бытовой техники, и разрезаем его. Отрезаем внешнюю оболочку кабеля, чтобы у нас остались жилы сантиметров по 10. Уверен, что найдутся скептики, которые скажут, что антенна из лезвий — это нонсенс. Но что ж, это проверка всем правилам и ограничениям. Легким движением лезвия мы очищаем наш кабель от внешней оболочки. А теперь мы должны зачистить жилы сантиметров по 5. Снимаем изоляцию с жилы. Так как я сказал, что мы можем пользоваться подручными инструментами, я пользуюсь канцелярским ножом. Будьте осторожны и берегите ваши руки. Желательно работать, конечно, в перчатках. Смотрите до конца, весь секрет в деталях. Здесь важен каждый шаг. Зачищаем обе жилы от изоляции. А теперь наши жилки надо облагородить. Скручиваем их, чтобы получилось красиво. Вот наши две жилы готовы. Отставим их и займемся лезвиями. Берем наше лезвие. И теперь из лезвий нам надо сделать магнитное поле. Берем 2 болтика. И теперь лезвия мы должны скрепить между собой. Смотрим, как я делаю, и повторяйте. Каждый шаг очень важен, и нельзя пропустить ни одного этапа. Если вы думаете, что это очередной миф из интернета, не спешите переключать. Вкручиваем наши болты в наше лезвие. Помните, что вы работаете с острыми лезвиями. Пользуйтесь перчатками, чтобы защитить ваши руки. Вот наши болтики на месте. И теперь мы должны делать проставки между нашими лезвиями. Я буду использовать термоусадку. Выберем нашу термоусадку под наш болтик. Вот это отлично подходит. Давайте ее нарежем по размеру.
Одеваем нашу термоусадку на наши болтики, вымеряя так, чтобы у нас поместилось на наши болтики 4 лезвия. Вот так вот отлично получается. И теперь мы должны будем усадить термоусадку на наших болтиках. Слегка ее нагреваем, она оседает на нашей резьбе и фиксируюсь на ней. А дальше одеваем следующее лезвие на наши болтики. Вот так вот у нас получается с проставочками. И теперь мы должны сделать это со всеми лезвиями. Вот такой пирожок у нас получается. Мы уже установили 4 лезвия. И вот так вот мы должны сделать со всеми лезвиями. И теперь мы должны соединить края лезвий между собой. Берем наши подготовленные жилы, продеваем между лезвий. А дальше этой жилой зажимаем наши края. Помните, что вы работаете с острыми лезвиями. Пользуйтесь, пожалуйста, защитными перчатками. Поджимаем плоскогубцами, закручивая нашу жилу. Подкручиваем наши жилы, чтобы они аккуратно прошли между нашими лезвиями. И аналогично первому проводнику мы заводим второй проводник, чтобы закрепить нашу вторую сторону. Вот скажите, попробовали бы сами? Напишите в комментариях, очень интересно, сколько из вас рискнул бы повторить такой эксперимент. Тем временем зажимаем вторую сторону нашим проводником. Вот так вот наша антенна уже готова. И я принял решение, что я сделаю ее съемной. Таким способом вы сможете менять ваши самодельные антенны в пару секунд. Берем электрическую вилку и подключим нашу антенну через вилку. Раскручиваем вилку. Там все очень просто, не бойтесь. Вот в эти контакты мы будем подключать нашу антенну. Подключаем как к обычной электросети. Наши проводники подключаем к контактам вилки. И собираем нашу вилку в обратной последовательности. Таким способом ваша антенна будет быстро меняться к вашему приемнику. Хотите узнать, как это сделать дома? Все проще, чем кажется. Главное, не пропускайте ни одного шага.
Лезвие в роли антенны, а изображение будет кристально чистым. Современные технологии нервно курят в сторонке. Изготовление самой антенны мы завершили. А теперь давайте приступим к изготовлению приемника. Берем обычную розетку, раскручиваем ее. Здесь также все просто. Вместо контактов для электросети мы подключим в эту розетку нашу антенну. Берем коаксиальный кабель и разделываем его. Снимаем шкуру сантиметров 10. Повторюсь еще раз, пользуйтесь, пожалуйста, перчатками. Распутываем наш плетеный кран. А фольгированный экран нам не нужен, мы его можем отрезать. А дальше освобождаем наш центральный проводник. Надрезаем нашу изоляцию и очень легко его стягиваем. Закручиваем нашу плетенку. Люди платят тысячи за оборудование, но зачем? Тут же все проще простого. Напишите, зацепил ли вас этот лайфхак. А мы тем временем подключаем наш быстросъем. Отмеряем наш центральный проводник для подключения в розетку. Откусываем по размеру. Заводим и закручиваем наш контакт. В соседний контакт мы должны подключить нашу плетенку. Отрезаем ее по размеру. Подкручиваем немножко, чтобы она хорошо туда зашла. И также ее подключаем туда. Протяните ваши контакты хорошо, ведь этот быстросъем будет работать у вас каждый день, и вы будете ваши антенны менять постоянно. Собираем наш быстросъем в обратной последовательности. Таким образом мы сможем менять наши самодельные антенны каждый день. И теперь на другом конце нашего коаксиального кабеля мы поставим нашу фишку, которая будет подключаться в ваш телевизор. В этом деле все очень просто. Главное, регулируйте ваше нажатие на лезвие, чтобы не прорезать наш плетеный экран.
Друзья, кто бы мог подумать, что пара лезвий сможет заменить дорогостоящие антенны и подписки. Так еще и с быстросъемом. Давайте посмотрим, что у нас получится. Вот мы установили нашу антенну и подключили ее к телевизору. И посмотрите, все эргономично, все ловит, картинка прекрасная. Кто бы мог подумать, что это все будет работать. Если бы мне об этом кто-то сказал 2 года назад, я бы подумал бы, что он сумасшедший. Но посмотрите, это реально работает. Спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и пиши комментарий. На канале очень много годного контента. Следи за мной и комментируй. Всем привет! Сегодня твой старый адаптер превратится в очень сильную антенну, которая будет ловить все каналы со всего мира. Досматривай это видео до конца, поставь лайк и подпишись на канал. Тут ежедневно выходят очень полезные творческие видео. Погнали! С одного конца мы отрезаем micro-USB и зачищаем наш кабель, чтобы освободить наши жилки. Достаем наши проводнички. Отрезаем лишнее. И нас интересует только красный и черный проводник. Зачищаем наши проводнички по 5 сантиметров. Вот наши 2 проводничка готовы. И теперь займемся разделкой коаксиального кабеля. Отрезаем шкуру сантиметров 10, разделываем наш кабель, но оплетку не отрезаем. Аккуратно распутываем нашу оплетку. И скручиваем ее в пучок. А фольгированный экран мы можем отрезать, он нам ни к чему. Дальше зачищаем центральную жилу, сантиметров 5-6. И соединяем центральный проводник коаксиального кабеля с красным проводником нашего USB кабеля. Не перепутайте, это очень важно. Красный с центральным проводником. Дальше мы должны заизолировать. Пользуемся только красной изолентой. Красная изолента идет на плюс, на центральный проводник.
И нашу оплетку соединяем с черным кабелем. Это будет наш минус. Закручиваем. А лишнее отрезаем. Эту скрутку мы будем изолировать синей изолентой. Не перепутайте, синяя изолента на минус, красная на плюс. Зеленый и белый проводник нам не нужен, он считается как сигнал. Мы его можем спокойно отрезать. Дальше давайте поставим нашу фишку, зачищаем кабель. Главное, чтобы фишка не вылетала. И вот наша антенна готова. Вставляем наш приемник адаптер. Адаптер служит приемником. Приемник притягивает магнитные волны. И теперь пробуем. Вставляем антенну в наше гнездо в телевизоре. И вот наш адаптер уже ловит каналы. Я просто вставил в гнездо, и он сразу же поймал все каналы. Вот такая вот у нас легкая антенна получилась. Подписывайся на мой канал, ставь лайк. Спасибо, что досмотрел. Удачи! Привет, друзья! Сегодня я покажу вам эксперимент, который звучит как фантастика, но это реальность. Мы превратим обычную лампочку в антенну, которая ловит все ТВ-каналы мира. Да-да, все настолько просто, что вы не поверите. Смотрите видео до конца, чтобы узнать, как это сделать своими руками. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интересней. Погнали! Теперь нам надо взять кусочек коаксиального кабеля и зачистить его, чтобы поставить нашу фишку. Сейчас мы сделаем антенну, которая поразит вас своей простотой и эффективностью. Аккуратненько сворачиваем нашу оплетку. Фольгированный экран нам нужно будет отрезать. А дальше собираем нашу косичку из оплетки. Скручивая ее аккуратненько, чтобы нам потом ее посадить на массу нашей фишки. Зачищаем центральный проводник. Берем нашу фишечку и одеваем на кабель. Всю волосню, которая у нас осталась, я предпочитаю отрезать, чтобы эстетично это выглядело хорошо. Отрезаю лишнюю волосню. Возьму еще канцелярский нож и приведу это все дело в эстетический вид. Представьте, все, что вам нужно для идеального ТВ-сигнала, это лампочка, кусочек кабеля и немножко смекалки. Теперь нам нужно собрать наш штекер воедино. Нам мешает немножко центральный проводник, надо его немножко подрезать.
И теперь собираем нашу фишку воедино. Этот этап у нас закончился. Забудьте про дорогие антенны, вот как лампочка и кусок кабеля ловят все каналы мира. И теперь на ответной части мы должны зачистить наши контакты, которые будут контактировать с нашей лампочкой. Обрезаем шкурку сантиметров 6-7, зачищаем, но оплетку обязательно оставляйте. Она играет одну из самых важных ролей в этой антенне. Оплетку надо скрутить как жилу. А эту фольгу мы можем отрезать, она нам не нужна. Далее зачищаем наш центральный проводник. Это делается элементарно. И вот практически наше изобретение, наш прорыв в технологии уже готов. Осталось совсем чуть-чуть. Теперь для подключения лампочки нам нужен цоколь. Но я пошел еще дальше. Я взял у ребенка ее настольную лампу. И мы подключим нашу антенну через эту крутую лампу. Досматривая до конца, результат будет фантастическим. Теперь нам коаксиальный кабель нужно будет соединить с этой вилкой. Нету ничего проще, чем соединить два проводника с нашей вилкой. Кто бы мог подумать, что лампочка это не только свет, но и секретный инструмент для этой антенны. Центральный проводник мы подключаем к левому контакту. Пожалуйста, не перепутайте, это очень важно, потому что размыкаться у нас будет именно центральный проводник. Центральный проводник к левому контакту. Закручиваем его и обжимаем пассатижами, чтобы он не раскрутился во время эксплуатации. Фиксируем его на нашей вилке. А мягкую оплетку мы подключаем на правый проводник. Пожалуйста, не перепутайте центральный на левый, мягкую оплетку на правый. Чтобы контакт оплетки с контактом вилки был хорошим, ее нужно завязать. На контакте вилки можно запаять эту оплетку, но я не стал портить рабочую лампу. Легким взмахом пассатиж я завязываю наш контакт вокруг контакта вилки. Я советую вам не выбрасывать старые настольные лампы, они могут стать вашим новым бесплатным ТВ-решением. Контакт нужно хорошенько затянуть, чтобы он не развязался. Делайте так филигранно, как это делаю я на видео. А дальше по классике мы должны это все заизолировать синей изолентой. Берем синюю изоленту и аккуратненько изолируем наши контакты по отдельности. Изолируйте так, чтобы они не соприкоснулись друг с другом. Вы тоже слышали об этом методе, но думали, что это миф? Смотрите сами, как это работает. Сейчас мы это доделаем, и вы удивитесь от результата. Вот мы заизолировали наши контакты по отдельности, и теперь мы должны зафиксировать всю эту конструкцию. Также берем нашу изоленту и начинаем полностью обматывать наши контакты.
Заматывайте изоленту с усилием, чтобы зафиксировать полностью наши кабеля. Вот наше изобретение готово, давайте его будем проверять. Антенной у нас послужит лампочка, а для лампочки цоколь у нас будет в детской настольной лампе. Берем лампочку. Лампочка должна быть не меньше 15 Вт. Эта лампочка 18 Вт, она нам подходит. Вставляем наш сигналоприемник, ставим у окна. Буду использовать я TV-бокс. Сейчас для вас показываю, что здесь нету никакого интернет-входа. Вставляем HDMI от нашего монитора. И вставляем нашу антенну. Включаем TV-бокс. Все делается на ваших глазах, чтобы вы не относились к этому скептически. Включаю антенну. Вот сигнал у нас пошел. Изображение у нас появляется с TV-тюнера, который он берет с нашей антенны. Вот такой результат у нас получился. Ставь лайк к этому видео и подписывайся на канал. Спасибо. Привет, друзья! Сегодня я покажу вам очень неожиданный лайфхак. Мы превратим обычный двусторонний сплиттер в настоящую TV-антенну. Да-да, вы не ослышались. Тот самый сплиттер, которым вы когда-то делили телевизионный сигнал. Теперь будет ловить каналы без лишних затрат. Не нужно больше тратить деньги на антенны или сложные системы. Все, что вам понадобится, уже может быть у вас дома. Смотрите внимательно, делайте вместе со мной, и в конце мы узнаем, насколько хорош сигнал получится. Не забудьте поставить лайк, если эта идея вас удивит. И подписывайся, чтобы не пропустить новые эксперименты. Для начала возьмем 40 сантиметров коаксиального кабеля. И с каждой стороны по 5 сантиметров мы должны сделать прорез. Прорез делаем очень глубоким, чтобы прорезать полностью и оплетку, и изоляцию центрального проводника. А дальше мы должны снять изоляцию центральной части этого провода. Прорезаем ее вдоль, только будьте осторожны, не испортите ни стол, ни свои руки. Прорезать стараемся глубоко, чтобы прорезать сразу и оплетку, а нам здесь не нужна. Сейчас мы зачистим кабель, но интересно, а если снять изоляцию только наполовину, сигнал станет лучше или хуже? Сам не знаю, но попробуем. Теперь мы должны снять нашу изоляцию с нашего провода. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить свои руки и крайние кусочки проводов. Избавляемся от оплетки, полностью прорезая ее до центрального проводника. Когда снимаешь изоляцию, главное не повредить внутреннюю жилу. Хотя я слышал от одного специалиста, что надрезы на жиле улучшают прием. Сомнительно, но кто его знает. Напишите в комментарии, что вы думаете. Подрезаем лишнюю волосню, чтобы визуально мы просто кайфовали от этой антенны. Всю оплетку долой, она нам не нужна. У нас будет совсем другая схема. Магазинные антенны будут нервно курить в сторонке. Будьте осторожны с вашими руками. Они нам еще нужны. Вот так вот мы очистили центральную полость от оплетки. И теперь мы должны срезать изоляцию центрального проводника. В теории это не трудно, но вы старайтесь, чтобы это было красиво. Ведь на этот центральный проводник мы и будем ловить наши каналы. Иногда говорят, что направление на север увеличивает мощность сигнала, но у меня на компасе нет северного полюса. Надеюсь, зрители подскажут, как тут ориентироваться. А мы тем временем дорезаем изоляцию центрального проводника. Срезаем полностью, чтобы на концах у нас оставалось по 5 сантиметров незачищенного кабеля.
Убираем весь шлак изоляции, чтобы у нас осталась голая жила. Теперь в наших задачах поставить фишки. Это стандартная процедура. Подрезаем изоляцию. Убираем оплетку. Оплетку не обрезайте, она нам нужна. И миллиметров 10 убираем центральной изоляции центрального проводника. Дальше берем нашу фишку и накручиваем ее по часовой стрелке. Подрезаем волосню, чтобы визуально мы кайфанули. Все то же самое делаем и со второй половиной. Люди утверждают, что если подключить к этой конструкции батарейку, появятся новые каналы. Может, это просто сказка, но я все же проверять это не буду. Вторая половина у нас готова. Теперь только наводим лоск. И мы должны пометить, где у нас какой выход. Сейчас мы должны пометить минусовой выход. Помечаем его синей изолентой. Синий значит минус. А плюсовой выход мы пометим красным. Красный значит плюс. Главное делать все уверенно, тогда антенна поймет, что вы не новичок, и сама настроится на лучший сигнал. Да-да, я тоже сомневаюсь в этом, но кто знает. А мы тем временем подготовили все. Дальше мы должны выровнять центральный проводник. Берем какую-нибудь тряпку, перчатку и выравниваем проводник. Это нужно для того, чтобы сигнал был чистым и не искажался. Некоторые утверждают, что если аккуратно выпрямлять центральный проводник под углом в 30 градусов, то сигнал становится на 15% чище. Не спрашивайте меня, откуда такая точная цифра. И вот мы дошли до того, что мы будем соединяться со сплиттером. Мы должны соединиться в двойной выход. Плюс у нас идет направо. Здесь уж вы точно не перепутаете. Плюс у нас выходит направо. А минус в левый контакт. Вот сейчас я соединяю кабель со сплиттером, и у меня странное чувство, что это даст мне доступ к каналам даже с другой планеты. Но это просто интуиция. Закручиваем хорошо, почти до хруста, чтобы у нас был самый лучший контакт. И теперь самое сложное в нашем проекте. Мы должны сделать из центрального проводника круг, как будто бы это лассо, чтобы мы захватывали телеканалы. Вот мы сделали круг, и теперь чуть-чуть приподнимаем его, чтобы он смотрел кверху, когда сплиттер лежит. Тем самым мы сделали лассо, через которое будет проходить сигнал и приниматься на наш сплиттер. Дальше мы делаем подключение к нашему телевизору. Все стандартно, ставим фишки на кабель с двух сторон. Кое-кто утверждает, что если во время подключения смотреть на север, качество улучшается. Я попробую смотреть в окно, но у меня там, кажется, юго-запад. Снимаем общую изоляцию, загибаем нашу оплетку, снимаем 10 мм центрального проводника и накручиваем наш штекер. Никогда не понимал, зачем нужна эта фольга. Вот тут бы мне пригодилась консультация какого-нибудь физика или инженера. Но так как здесь таких нету, буду основываться на свой эксперимент, на слухах и непроверенных фактах.
Не стесняйтесь меня поправить. Вот первая сторона готова. Накручиваем второй штекер. И вставляем фишку. Эта сторона кабеля пойдет у нас в телевизор. Подрезаем лишнюю волосню, чтобы визуально у нас было все красиво. И самое время подключиться к нашему сплиттеру. Накручиваем наш кабель, но так, чтобы соединение было самым плотным. Плохое соединение сулит нам плохой сигнал. Крутим до хруста, чтобы сигнал был лучшим. Когда все соединяю, я представляю, что строю какую-то антенну будущего. Хотя на деле у меня просто кабель, сплиттер и мечты о бесплатном телевидении. Но вы тоже должны мечтать, ведь мечты сбываются. Подравниваем антенну, чтобы у нас был идеальный круг. Проверяем последние подготовления. Вот такая антенна у нас получилась. Через это лассо мы будем принимать сигналы. Погнали пробовать. Берем обычный приемник, чтобы вы потом мне не сказали, что у меня все через Wi-Fi. Подключаем HDMI кабеля от нашего монитора. И подключаем антенну. И момент истины. Включаю телевизор. Если сейчас появится HD-канал с другой стороны планеты, я стану верить во все эти легенды. Если нет, значит все наши предположения были просто мифом. Как видите, каналы заработали. И это отлично. Все благодаря нашей антенне, смекалке и интуиции. Пишите, что вы думаете об этом эксперименте. Верили ли вы с самого начала, что это сработает? Или вы уверены, что я зря потратил время? Жду ваших умных и едких комментариев внизу. Ставь лайк, если вам понравилось зрелище. И до встречи в новых безумных экспериментах. Всем привет! Сегодня я взялся за довольно необычный эксперимент. Превращаю пивные банки в ТВ-антенну. Да, звучит абсурдно, но кто знает, вдруг я наткнусь на способ поймать все каналы мира без лишних затрат. В следующих нескольких минутах вы увидите, как я делаю эту самоделку, насколько это сложно или наоборот просто. И самое главное, какой у нас будет результат. Так что устраивайтесь поудобней, будет интересно. Подпишись на канал, поставь лайк и обязательно напиши комментарий. Итак, начнем. Для начала нам нужно 2 пивных банки и вешалка. Вешалку можете взять у своей жены в шкафу. Мы будем монтировать банки на вешалку, и обязательно нужно будет соблюдать полярность этой открывашки на банке. Мне тут один знаток сказал, что если взять банки только немецкого пива, то можно поймать даже канал с другой стороны планеты. Удивительно, как национальность банок влияет на прием. Для монтажа нам понадобится изолента. Изолентой мы должны будем зафиксировать банку в таком положении на вешалке. Аккуратно монтируйте, не помните банку. Хотя говорят, если банка немного помята, то можно поймать больше спортивных каналов. Не знаю, насколько это достоверно, но выглядит многообещающе. И все же меня интригует вопрос. Будет ли сигнал лучше, если брать банки с разным содержимым? Сможет ли именно банка из-под пива повлиять на частоту? Кстати, цвет изоленты при монтаже банок тоже играет важную роль. Красной изолентой вы ориентируетесь больше на европейские каналы и ближе к западу. Синий в другую сторону, больше китайских каналов и японских. Когда я впервые услышал об этом способе, подумал, что это очередная байка для любителей «сделай сам». Но, как говорится, пока сам не попробуешь, не узнаешь. Многие скажут, да это же нереально.
или начнут рассказывать о настоящих антеннах. Но, ребята, мы здесь, чтобы экспериментировать. Вообще, если кто-то знает более крутой способ, я жду ваши идеи в комментариях. Закончили монтаж первого приемника. И сейчас я вам расскажу про важную особенность. Приемник должен так находиться, чтобы открывашка у него смотрела вниз, а отверстие было кверху. Я решаю сделать сигнал международным и будем ориентироваться на весь мир. И теперь важная особенность номер 2. Эту банку мы должны монтировать, чтобы отверстие было снизу, а открывашка, чтобы у него смотрела вверх. Это очень важно. Следите за этим шагом. Таким же способом монтируем приемник к вешалке. Старайтесь не помять банку. При монтаже я подумал, если я взял бы банки от разного пива, получился ли бы более мощный сигнал? Вдруг они как-то дополняют друг друга по частотам? Если у вас есть такая информация, обязательно ей поделитесь. Итак, каркас мы с вами подготовили. Сигнал мы будем принимать на 2 приемника. Самое главное расположить открывашки в правильном направлении. Иначе мы будем ловить не ТВ-сигнал, а рации таксистов. Теперь нам понадобится усилитель. Усилитель я заказал с Алиэкспресса. Он стоит 30 рублей. Посмотрите внимательно, может быть у вас в гараже валяется именно такой. Усилитель нам понадобится для того, чтобы принимать сигнал с орбиты и преобразовывать его в кристально чистый сигнал для нашего ТВ. Этот усилитель состоит из элементарных компонентов. Я думаю, что в вашем гараже именно такой есть. В данном случае я использую усилитель под маркировкой ZZ-GD8777. Такие усилители продаются на Алиэкспрессе за 30 рублей. Это куда лучше, чем покупать готовые фабричные антенны за десятки тысяч рублей. Когда кто-то мне говорит, что пивные банки с усилителем это несерьезно, я предлагаю ему потратить кучу денег на фабричную антенну и посмотрим, у кого результат будет круче. Вы спрашиваете, как это будет все работать? Сейчас я вам покажу. Монтаж все так же мы производим с помощью изоленты. В этом случае вы можете использовать изоленту любого цвета, которая подойдет больше к вашему декору. Монтируем усилитель к верхней части антенны, так как усилитель должен находиться выше наших приемников. А еще мне шепнули, что если направить эти банки строго на полярную звезду, то сигнал будет в 4К. Конечно, не факт, что это так работает, но вдруг... А вдруг, как мы знаем, бывает только правильно. Бесплатное телевидение на вашем телевизоре. Закончили монтаж нашего усилителя и посмотрите внимательно, как должны располагаться контакты. Для дальнейшей работы нам понадобится старый USB кабель. Поройтесь у вас в коробках, по-любому где-то осталось от старой техники или от старого телефона. Сам USB мы подключаем прямо в наш усилитель, а второй конец мы можем отрезать, но только смотрите, чтобы вам хватило длины кабеля. Дальше требуется проложить по нашей антенне этот кабель. Используем синюю изоленту. Синяя изолента здесь очень важна. Мы должны закрепить кабель синей изолентой, чтобы не было помех по сигналу. Синяя изолента фильтрует частоты, и на приемник приходит уже чистый сигнал для вашего телевидения. Всегда мечтал, чтобы дома было столько каналов, что не знаешь, что смотреть. Может, наконец-то моя мечта сбудется? Об этом вы узнаете в конце видео. Такого количества изоленты хватает. Фильтр наш готов. И теперь мы должны отмерить наш USB кабель, чтобы он доставал до наших приемников. Чтобы не было излишка и чтобы нам не пришлось обрезать. Длину кабеля мы укоротили, и теперь нужно зафиксировать его на нижней планке. Все, мы зафиксировали кабель, теперь готово. Теперь займемся подключением. Подключаем USB-шный кабель к нашим приемникам. Будем использовать способ пайки. С USB кабеля нам нужен красный и черный проводник. Остальные вы можете отрезать, они не нужны. Зачищаем подлиннее, чтобы нам удобно было паять. Пока я подготавливаю эти контакты к пайке, я думаю,
А что если именно сейчас я делаю открытие века? Ну, или очередную смешную шутку, о которой все будут спорить. Многие считают, что паяльник это скучно и сложно. Но я уверен, паяльник наша дверь в бесплатное телевидение. Или новый повод для хейтерских комментариев. Жду вас в комментариях, хейтеры. Красный плюсовой проводник мы крепим к правому приемнику. Обязательно нужно хорошо припаять его. Красный плюсовой проводник мы должны будем припаять так, чтобы его невозможно было отодрать даже гвоздодером. Пока крепим плюсовой проводник, начинаем греть паяльник. Но у меня возникает вопрос, что если есть более простой способ? Для того, чтобы сделать все идеально, следуйте этим простым шагам. Чтобы не терять времени, сразу же прикрепим еще и минус. Минус мы крепим к левому приемнику. Так как USB кабель очень мягкий, я слегка прокручиваю контакты, чтобы они зафиксировались на открывашках. Для того, чтобы при пайке они не размотались. Я всегда говорил, что пайка это немного магия. Сейчас мы сварим металл с металлом и в результате получим антенну, которая ловит сигнал отовсюду. Чудеса, да и только. Вот пришло время и для нашего паяльника. Берем немножко канифоли, наносим на места пайки, чтобы олово наше расплавилось хорошо и зафиксировало наши проводники. Есть теория, что если во время пайки думать о чем-то хорошем, то сигнал потом будет чище. Я не знаю, работает ли это, но хуже точно не станет. Наносим олово на место соприкосновения, хорошенько пропаиваем и потом обязательно проверяем. Осторожно с пайкой, главное, чтобы вы не прожгли контактное кольцо. Но если даже вы его прожгли с первого раза, не волнуйтесь, кольца еще много, припаяйтесь к какому-нибудь другому месту. Используйте канифоль или какой-нибудь паяльный гель, для того, чтобы олово хорошо скрепляло наш контакт. В таких ситуациях некоторые люди предпочитают термоусадки, другие изоленты, а третьи вообще на скрутку. Интересно, кто из них прав, а кто просто любит острые ощущения. После пайки обязательно проверьте. Если контакт плохой, лучше подпаять еще, потому что на плюсовом проводнике контакт должен быть идеальный. Проводим последние проверки. Убираем паяльник. И возвращаем контактные кольца в свои положения. Обязательно их нужно развести, чтобы сигнал не запутался и был идеален для вашего телевизора. Кабель должен быть идеального размера, чтобы не было лишки и чтобы он идеально доходил до наших приемников. Итак, антенна у нас почти готова, осталось коаксиальный кабель с фишкой. Берем столько кабеля, сколько требуется, чтобы подключить к вашему телевизору. У меня это 1,5 метра. Отрезаем, и нужно будет поставить фишку. Здесь все стандартно. Снимаем 30 мм изоляции, но не прорезайте оплетку. Оплетка очень важна в этом деле. Дальше оплетку и юбку мы отгибаем, чтобы она нам не мешала работать в дальнейшем. А дальше снимаем изоляцию центрального проводника. Берем фишку и накручиваем ее прямо на оплетку и юбку. Лишнюю оплетку подрезать, чтобы она не мешалась и не портила визуальный вид. И дальше собираем всю фишку воедино. Интересно, можно ли таким образом поймать каналы будущего? Но мало ли, вдруг там уже вещают о наших сегодняшних экспериментах. Кто поймает такие каналы, обязательно отпишитесь в комментариях.
Также для визуальности я добавил немножко красного. К моему декору это очень пойдет. А дальше разделываем кабель для подключения к усилителю. Берем сантиметров 8 и разделываем точно так же, как под фишку. Оплетку мы снимаем, она нам нужна. А фольгированную юбку мы можем оторвать, она нам не к чему. Скручиваем оплетку под контакт, чтобы мы ее смогли подключить к усилителю. А дальше раздеваем центральный проводник, но оставьте миллиметров 10 изоляции, чтобы оплетка не пересекалась с центральным проводником. Подключать будем к усилителю с другой стороны от USB кабеля. Здесь находятся два самозажимных контакта. И в самозажимные контакты мы подключаем наш коаксиальный кабель. Для этого нам нужно будет укоротить их и сделать в одной плоскости. Берем у жены маникюрные ножнички и подрезаем, но так, чтобы контакт зашел полностью под пластину самозажимного контакта. Теперь с помощью маленькой отверточки мы отгибаем правый контакт, чтобы мы смогли туда подключить оплетку. Она слишком мягкая и не сможет зайти под пластину. Любопытно, сколько людей сейчас всерьез задумается, не сделать ли им такую конструкцию дома. А кто-то, может, уже побежал за пивом. Ведь это так легко, и по итогу получится идеальный результат. Подключили коаксиальный кабель к усилителю, проверяем, чтобы контакт не вылезал. И теперь фиксируем коаксиальный кабель к нашей конструкции. Помните про цвета изоленты, чтобы не нарушать фильтрацию наших частот. Если вы хотите на выходе получить идеальный и чистый сигнал, то делайте именно так. Кто-то где-то сказал, что если покрутить эти банки вокруг своей оси 3 раза, можно получить доступ к скрытым каналам. Я проверю, если хватит терпения. Антенна готова, и сейчас я вам покажу, как это все работает. На усилитель у нас поступает с наших приемников по USB кабелю и уходит на коаксиальный кабель в ваш телевизор. При таком построении антенны можно получить максимально чистый сигнал. Погнали пробовать! Ну что, друзья, момент истины. Подключаем нашу самодельную антенну. Готовы? Подключать буду к тюнеру, чтобы вы потом мне не сказали, что изображение идет с интернетом. Включаю тюнер. Подключаю HDMI кабель к нашему монитору. И подключаем антенну. Смотрите, каналы действительно пошли. Честно говоря, я и сам не ожидал такого результата. Казалось, что пивные банки, пайка проводов и немного отчаяния – слишком взрывоопасная смесь. Но, видимо, иногда отчаяние творит чудеса. Теперь у меня куча бесплатных каналов, а все, что понадобилось, это несколько подручных материалов и смекалка. Если вы тоже хотите испытать удачу, рискните. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.